Для создания гладиолуса что мы будем использовать? Ну, во-первых, это утюг, клеевой пистолет, клеевые стержни. Вот такой молд у меня есть для листа. Он остался от гиацинта. Вы можете использовать любой, который имеет вот такие параллельные прожилки. Далее у меня есть молд двойной для гибискуса. Для самого гладиолуса очень мало бывает молдов подходящих или не бывает вообще, поэтому я использовала для гибискуса. Он довольно популярен и стоит недорого. Для самого гладиолуса бывают молды, но они довольно дорогие, поэтому будем использовать тот, что есть у меня, и тот, что вы можете купить в любом магазине молдов. Далее нам понадобится вот такой белый флористический песок, обязательно лак. У меня обычный лак для ногтей, вы можете использовать акриловый. Далее нам понадобится масляная пастель Монгьо белого цвета, красного классического и вот такой коричневый 236 номер. Далее губочка, конечно, нам понадобится для работы с молдом. Будем использовать фоамиран. Это у меня иранский 1-миллиметровый. Это оранжевый. Вы можете использовать любой непотребный, который вам не нужен. Его не будет видно, у меня оранжевый. И вот такой бордовый. Это основной цвет моего цветочка. Вы можете использовать розовый, красный, желтый, любой, какого цвета гладиолус вы хотите видеть у себя. Ну, конечно, нам понадобятся ножницы, проволочка 0,10 мм у меня. И, в общем-то, все. Поехали! Первое, что мы сделаем, это, конечно, цветы гладиолуса. Мы их заготовим. У нас будет 7 больших цветов, 2-3 маленьких и, я думаю, 7 вот таких закрытых зеленых бутонов. Обратите внимание, сзади у нас вот такая будет сшивочка. Все будет полностью перекрыто, как у настоящего цветочка. Кое-какие цветочки я уже заготовила. Итак, нам понадобится кусочек зефирного фоамирана основного цвета. Я поделю его пополам, потому что он слишком широкий. Далее возьму молд и поставлю нагреваться утюг. Я приготовила молды. Для одного цветочка нам понадобится от 6 до 9 лепестков. Я делаю самые большие, дополнительно добавляю лепестки, чтобы они были намного пушистее, чем в оригинале, скажем так, на природе. Итак, берем верхний молд. Вот этот у нас, который с такой прожилкой, главное, он внизу остается. Этот будет наверху. Прикладываю фоамиран вместе с молдом на утюг. Держу в течение 5 секунд и отжимаю аккуратно. Обратите внимание, молд стоит ровно, чтобы мне было удобно потом работать с ним. Все прекрасно отжалось. Итак, продолжаем. На один цветочек нам понадобится от 6 до 9 лепестков. Далее вырезаем лепестки по молду. От края я иду вот по второй линии. У нас просто получается такой лепесток в виде веера. Сейчас я пока не стараюсь, просто прорезаю. Фоамиран настолько тонкий, что липнет к ножницам. Вот что-то такое должно получиться. Вырезаем. Поехали. Далее мы будем перетирать наши лепесточки и окрашивать. Я сделаю самый большой цветочек, который состоит у нас из 9 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Берем лепесток, начинаем немножечко растягивать ножку. Растягиваем аккуратно, растягиваем. Посередине сжимаем, тоже немного подтягивая. То есть у нас получается желобок небольшой. Далее собираем в гармошечку и тоже начинаем хорошо перетирать самый край нашего лепестка. Раскрываем.
Вот такой красивый лепесточек у нас получился. Можно немного подтянуть уголок. Вот таким образом. Работаем с остальными точно так же. Сначала подтягиваем ножку. Потом проходимся по середине лепестка, немного подтягивая, создавая желобок. И гармошку по самому краю лепестка и перекручиваем. Вот такая красота у нас получается. Давайте попробуем еще раз. Таким образом, все абсолютно лепестки нашего цветочка мы обрабатываем аналогичным образом. Следующим этапом идет тонирование. Нам нужно нанести коричневую пастель на губку и немного пройтись по самому краю. Здесь оттенит у нас цветочек, лепесточек, и сделает его по краю чуть-чуть темнее. Буквально совершенно немного, не обязательно прям окрашивать, просто создать немного тени. Мы не состариваем наши лепестки, мы просто делаем их немножко темнее. Далее, что нам нужно сделать? Берем белую пастель, ножницы, делаем небольшое отверстие в пастели, набираем на ножницы нашу пастель и по центровой прожилке внутри лепестка вот таким образом проходимся. Так, точно так же проделываем со всеми лепесточками. Прорисовываем центровую прожилку. Вот так. Очень легко и красиво получается. С лепестками пока закончили. Переходим к тычинкам и пестику. Вырезаем полосочку из любого светлого фоамирана. Небольшую. Ну, давайте до конца дойдем. Эта полосочка нам понадобится и потом еще. Ширина примерно 1,5 сантиметра, длина сантиметра 3-3,5. Берем эту полосочку, прикладываем на утюг, берем небольшой кусок губки, прикладываем на утюжок. В течение нескольких секунд фоамиран должен начать пузыриться. Расправляем губочкой и начинаем по краю закручивать в трубочку. Аккуратно подкручиваем все края на горячем утюге для того, чтобы фоамиран скрутился и слипся между собой. Далее берем эту полоску и начинаем растягивать до состояния примерно 2-3 миллиметров. Вот такая длинная из 3, где-то из 5 сантиметров, может 3 у нас получилась вот такая длинная полосочка. Далее приготовьте красную пастель. Берем нашу полосочку, отрезаем около 8 сантиметров. Это у нас будет пестик. Далее по 6 сантиметров вырезаем 3 полосочки. У меня как раз вот получилось. Это будут 3 тычинки у нас. Берем пестик, срезаем лишнее и делим его на 3 части. Буквально где-то по полсантиметра. 1, 2, 3. Вот такая кисточка из 3 полосочек у нас получается. Далее наносим на пальчики красную пастель, красный цвет, и начинаем перетирать. У нас получается, что очень сильно становится тоньше фоамиран, обратите внимание. Да? Сам пестик становится тоньше и в то же время окрашивается красной пастелью в красный цвет. Вот такой не очень насыщенный, но хороший красный цвет у нас получается. Чем темнее лепестки, тем светлее у них получается пестик и тычинки. Далее прорабатываем кисть, я так называю, то есть наш пестик. Прорабатываем, обязательно тоже все прокрашиваем. Можно даже сразу загнуть, придать форму.
Далее точно так же берем красную пастель и просто прокрашиваем, прокручиваем наши тычинки. Они становятся тоньше и приобретают тот же самый цвет. Можно немного подгибать. Вот таким образом я придаю форму. И то же самое делаем с остальными двумя. Прокручиваем. Видите, она сильно-сильно становится тоньше, наша заготовка. И мы сразу окрашиваем и придаем вот такую форму полукруглую, чтобы было еще естественней. Пришло время нанесения флористического песка. Он у меня такой желтоватый или может даже молочный. Но для меня он самый подходящий. Вы можете использовать белый, желтый или молочный. Итак, берем лак для того, чтобы флористический песок хорошо крепился на наших тычинках. Немного окрашиваем, лаком наносим и хорошенечко прорабатываем флористическим песочком, чтобы он прилип. И получается вот такая классная тычинка. Давайте попробуем еще раз. Окрашиваем и хорошенечко прорабатываем, чтобы песочек слипся. Вот такая красота получилась. Очень быстро и реалистично. Головка у тычинки становится немного больше из-за песка. И это выглядит натурально. Можно начать собирать наш цветочек. Прежде всего мы соберем пестик и тычинку на проволочку. Отрезаем проволоку столько, сколько вам удобно для работы. Дальше уже будем корректировать. У меня это примерно 6-7 сантиметров. Делаю петельку. Далее беру горячий клей-пистолет, наношу клей на петельку аккуратно со всех сторон. Прикладываю прежде всего наш самый длинный пестик и тычинки с разных сторон. Стараюсь, чтобы они смотрели в разные направления. Аккуратно, клей горячий, чтобы не обжечься. Прикладываем. Фоамиран тоже от горячего клея может съехать, то есть поменять направление или вообще загнуться. Поэтому будьте аккуратнее. Тычинки очень тоненькие. Вот таким образом, чтобы они смотрели в разные направления. Старайтесь приклеивать, и чтобы наш пестик был самый высокий и смотрел выше всех. Вот примерно так должно получиться. Теперь собираем весь цветочек. Берем самый закрытый лепесток, который у нас есть. Немножко поджимаем у основания и наносим туда капельку клея. Для того, чтобы придать ему такую форму немного закрытую. Чуть-чуть. И, внимание, вытягиваем, чтобы эта часть у нас стала плоской, а не смотрела, не слипалась вот таким образом, а смотрела в разные стороны. Берем наш пестик и тычинку, уже заготовочку, и обнимаем ее с одной стороны. Вот таким образом. То есть один этот лепесточек у нас самый первый, он как бы еще не раскрывается, он обнимает наши пестик и тычинку. Берем следующий, точно так же прорабатываем, наносим клей, да, к основанию, чуть-чуть делаем защип, далее открываем и поворачиваем его так, чтобы он смотрел не вверх, а в бок. Аккуратно, клей слипается, поэтому работаем очень быстро и внимательно. Вот таким образом. Сюда наношу еще раз клей. И теперь размещаю таким образом, чтобы у меня по кругу было место еще для третьего лепестка. То есть не друг напротив друга, а немного сбоку. Вот видите, здесь у меня еще осталось место для третьего лепесточка. Я его чуть-чуть раскрываю, чтобы он не вверх смотрел, а в бок, как мы говорили. Аккуратно. Смотрите, чтобы клей тоже был перекрыт. Немного раскрою цветочек. Лишние излишки клея сразу убирайте, потому что их все равно видно. Вот таким образом.
Можно даже раскрыть этот лепесток, ничего страшного. Можно сделать так, чтобы он смотрел вверх. Здесь все зависит только от вашей фантазии. И третий лепесток в этом ряду, ну, возьмем, скажем, такой побольше. Точно так же делаем небольшой защип, открываем. И этот уже третий лепесточек у меня точно будет смотреть в бок. То есть он уже как бы раскрылся. Вот таким образом. Видите, эти два еще вверх смотрят, этот уже как бы раскрылся. Далее размещаем второй ряд лепестков, они уже все должны быть раскрыты достаточно, поэтому делаем совсем маленькую защипочку и как бы оттягиваем вот таким образом, чтобы, видите, как получается, чтобы лепесточек смотрел в бок, он как бы вот так раскрывался, как у меня ладошка. Так, и теперь проклеиваем в промежутке между двумя первыми лепестками, то есть раз, два, сюда промежуточек. Аккуратно. Далее у нас будет между этими двумя и этими двумя. Вот уже видно. Следующий берем точно так же, защипляем чуть-чуть. Так, и выгибаем. Еще можно каплю клея добавить. Теперь между этими двумя лепестками я размещу. И смотрите, в самом большом цветочке мы лепестки второго ряда уже можем выгнуть в обратную сторону. То есть вот таким образом, как у настоящего цветочка. То есть они уже раскрылись. Следующий делаем точно так же. Размещаем, ну также в шахматном порядке, между двумя третьими лепестками. То есть я это вот сюда сделаю. Так, аккуратно. И точно так же его раскрою. Вот. Получается. И у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть уже лепесточков есть. Ну и я говорила, что у нас будет 9, поэтому я добавлю еще сюда, потому что это самый первый цветочек у нас в гладиолусе, а он самый пушистый. Поэтому я хочу добавить еще немножко. И в промежутке между другими лепестками, там где это необходимо, я просто его и наклею. Вот таким образом, видите? Какой уже становится пушистый. И еще 3, ну то есть 2 еще я по кругу тоже добавлю в тех местах, где это необходимо. Обратите внимание, работаем просто в шахматном порядке. Никакой сложности здесь нет. Смотрите по кругу, где необходимо и куда нужно добавить ваш лепесточек. Вот у меня, например, здесь есть свободное место между этими двумя. Я как раз сюда и наклею. Так, аккуратно. Ну и точно, конечно, также выгибаем, чтобы лепестки уже у нас эти как бы были раскрыты. Ну и последний вот сюда я размещу сейчас аккуратно. И будет вот такой пушистый у меня цветочек. Работаем с цветочком дальше. Наша задача сейчас нагреть утюг. Взять полосочку. Помните, мы отрезали из непотребного фоамирана, который нам не нужен, с которым можем делать все, что угодно. Вот такая полосочка. Здесь независимо от того, сколько у вас по длине, ну, ширина примерно 2-1,5 сантиметра. Я прикладываю на горячий утюг, разглаживаю хорошенько. Сейчас утюг нагревается. Как только фоамиран начинает пузыриться, аккуратно снимаем с утюга и начинаем вот так растягивать. То есть он очень сильно увеличивается в размере. О, видите, сколько? Это такая экономия. Нам просто нужно для объема, поэтому мы немного растянем фоамиран, чтобы его было больше. Так, и еще последний кусочек. То есть он у нас примерно в 3-4 раза увеличился в длине. Ой, аккуратно, он может порваться. Ну, здесь это как бы не так критично, но старайтесь аккуратно, потому что фоамиран очень тонкий. Далее берем эту полосочку, наносим капельку клея на край. Видите, она у нас, конечно, стала уже, да? Была пошире, сейчас уже. Прикладываем к основанию цветка и начинаем аккуратно прокручивать. Нам нужно увеличить
чашелистик в объеме с помощью фоамирана любого, который вам не нужен. Просто для того, чтобы он был потолще. У гладиолуса довольно плотный чашелистик в объеме, а у нас тут была всего лишь проволочка. Поэтому наша задача прокрутить вот таким образом и примерно 1,5-2 сантиметра в диаметре добавить, чтобы был такой пухленький. Добавляем не только у основания, но можно чуть-чуть вниз, чтобы здесь было тоже где-то 1,5-2 сантиметра у всего чашелистика, не только у основания. Вот видите, я уже нарастила, стал больше. Мы дальше туда будем уже листья добавлять и сам чашелистик у цветка гладиолуса. Вот таким образом я практически все нарастила до конца нашей ленточки. Если будет необходимость, вы можете просто еще раз отрезать кусок фоамирана, также его растянуть на утюге и добавить сюда для объема. Мне уже довольно достаточно. Вы можете добавить. Здесь не беспокойтесь, пусть будет неаккуратно, мы все это перекроем. Вот такая красота. Хочу сказать о том, что у нас вот уже у меня есть заготовочки. Сейчас мы это все сделаем. Вот сколько цветочков нам понадобится. Плюс мы еще сейчас дополнительные сделаем. Самые большие вот эти, у которых 2 цветочка у меня будет, у которых 8 лепестков. Все остальные по 6, как у настоящего, получается, цветочка. Они будут полуоткрытые, полузакрытые. Ну, здесь вся технология сборки точно такая же, просто мы с вами делаем меньше лепестков и больше смотрящих вверх, нежели вот так вот в бок, потому что они уже полураскрытые, еще не совсем в свободном состоянии. Они еще, видите, вот здесь чашелистики находятся. Вот таким образом. Сейчас мы сделаем вот такие вот небольшие цветочки. Я думаю, одного будет достаточно. У меня уже 2 есть, поэтому один такой мы сделаем. Я покажу вам, как их собрать. Здесь нам понадобится 2 лепесточка. Мы их просто прокручиваем здесь точно так же. Можно даже не прорисовывать и даже не тонировать, потому что они у нас просто так, чуть-чуть их видно. Я сгибаю в хаотичном порядке, чтобы цветочек казался немножко закрытым. Он еще находится в стадии раскрываемости. Вот я вот так сделала. Видите, просто небольшую гармошечку собрала. Ну и второй сделаю напротив, как будто бы он так немножко выше обнимает. Этот первый лепесточек немного обнимает. Ну и пусть вот чуть-чуть он будет полуоткрытый у меня. Вот так. Сюда наношу каплю клея и закрываю. Вот такой вот кусочек цветочка у меня получилось. Обратите внимание, он немножко вот так загнут, потому что он выходит из чаши листика. Вот такой. Не прямой, да, немножко загнутый сюда. Далее отрезаем кусочек проволоки. Я говорю только для того, чтобы вам было удобно. Делаем капельку. Далее берем фольгу и формируем основание нашего закрытого бутона. Вот так. Получается в ширину примерно сантиметр, в длину около 3 сантиметров. Вот так. И с каждой стороны делаем защипы, чтобы получилась такая капелька, только с 2 сторон узенькая. Тут раз и сюда, такой овальчик. Проделываем с одной стороны отверстие, хорошо крепим проволоку, потому что нам потом она понадобится, это каркасик. Все, закрепляем вот такую капельку. И сюда к верхней части просто приклеиваем вот таким образом, видите, в бок смотрит нашу заготовку. Далее все это перекроем чашелистиком. Так, закрыли. И все. 3 таких заготовочки, 3 таких цветочка нам понадобится. Будем прорабатывать чашелистик. Для этого нам понадобится зеленый иранский фоамиран 1-миллиметровый. Я режу примерно полосочку под молд. То есть вот так выстраиваю, делаю чуть-чуть вот так с запасом. Отрезаю полоску фоамирана. У меня вот есть такая удлиненная губка. Я просто соединила ее клеем. Видите, вот под размер молда.
чтобы было удобно сразу с ним работать. Взяла одну пищевую губку и одну половинку и склеила клеем пистолетом. Итак, нагреваем утюг. Берем полосочку, готовим молд, чтобы он лежал рядышком. Прикладываем на губку, далее на утюг в течение нескольких секунд. Давайте до 5. И отжимаем на молде. Отжимаем хорошенько, для того, чтобы у нас был красивый рельеф. Ну, вот такая красота получается. Отрабатываем на молде всю полосочку. Это пока заготовки, мы будем их делить по размеру наших бутончиков, закрытых и открытых, всяких разных. Так, прорабатываем. И здесь тоже до конца обязательно, чтобы все у нас пошло в дело. Греем и прикладываем. Здесь работать будет очень легко. Отрезаем примерно половину по молду. Это у меня 3,5-4 сантиметра. Ну, здесь уже я делаю на глаз, потому что мы будем все равно прорезать. Складываем пополам заготовку и под углом просто прорезаем, уходя на нет. Вот так. Здесь даже лишнее осталось, нужно убрать. Вот такой уголочек у нас получается. Хорошенько прорабатываем серединку, чтобы у нас здесь зафиксировалось, да, что это середина. Берем ту же самую белую пастель масляную, проходимся по желобку, который мы только что с вами сделали, и обязательно проходимся по краю здесь. Это тоже очень нужно. Оттеняем, и смотрится очень красиво, как у настоящего. Вот так. Далее прикладываем сюда и обнимаем. Ну, здесь слишком хорошо видна у меня пищевая фольга, поэтому я сразу зелененьким перекрою вот так, чтобы было удобно. Вы тоже можете так сделать у основания чуть-чуть, потому что у нас здесь под углом, и может где-то фольга и вылезет. Но нам этого не нужно, пусть будет зелененькое видно. Все. Перекрываю. Вот так, видите, по желобку. То есть здесь желобок совпадает с цветочком уже, который скоро вылезет. Все, прикладываю. Далее наношу клей. Оставляю свободную часть. Вот видите, без клея. Наношу клей к основанию. Прикладываю вот так. И обязательно прорабатываю здесь все. Под горячим клеем фоамиран тоже тянется, поэтому тяните так, чтобы все закрылось в итоге в одной точке. Здесь добавляю клей немножко, сюда-сюда, и обязательно аккуратно все скрепляю. Вот таким образом. Проволоку, видите, делаю сюда к желобку, а лишнее просто отрезаю под углом. Вот такая красота. Все, здесь все перекрыто. Теперь наша задача. Берем оставшуюся часть, у меня как раз от молда, вот вторая часть, я примерно пополам режу. Ну, здесь точно так же 4 сантиметра, можно больше, только на глаз, никаких определенных цифр не даю, потому что у всех заготовочки будут разные, плюс-минус, ничего страшного. Помните, да? Складываем, делаем центровой желобок, берем белую пастель, прорисовываем аккуратно. И прорисовываем здесь тоже белым. Угу. Все. И с этой стороны точно так же обнимаем цветочек. Можно чуть ниже. Вот видите, вот так, чуть ниже. То есть вот косичкой у нас будет все заплетаться. Здесь будет косичкой. И точно так же, когда разместили так, как вам нравится, все, наносим клей и точно так же слепляем 2 кончика у проволоки. Аккуратно прорабатываем, чтобы нигде лишний клей не протек у вас. И здесь точно так же под углом проволочка. Все. Здесь, да, старайтесь делать под углом, потому что я вот здесь вот все сейчас отрежу лишнее. Вот видите, под углом примерно 45 градусов. Отрезаю лишнее. Здесь тоже все, что торчит, обязательно перекрываем, подклеиваем. Фоамиран всегда тянется, всегда можно будет все подклеить, убрать ненужное. Так,
И излишки клея, или может у вас будет там немножко фома, все убираем. Вот такая красота у нас получается. Все остальное здесь мы уже подклеим. К стеблю этого видно тоже не будет. Абсолютно точно так же работаем со всеми нашими цветочками. Я вот здесь вот возьму зеленую полоску, перекрою, чтобы мало ли где-то не было видно оранжевого. Буквально просто чуть-чуть вот здесь у основания. Любой кусочек фоамирана зеленого, любой остаточек просто берете, подклеиваете. Вот так. Далее берем нашу заготовку от молда. Я точно так же ее делю пополам. У меня будет 2. И заготовки сгибаю. Далее под углом, помните, да? Просто прохожу и ухожу на нет, чтобы было ровненько. Прорабатываем желобок. Мы сейчас очень много будем это делать, поэтому эти действия для меня уже знакомы. Вы тоже пару раз сделаете и будете уже делать это очень быстро. Прикладываете здесь таким образом, чтобы у вас цветок сохранял форму, обязательно аккуратно. И точно так же проходитесь. Вот так. Здесь, ну и соответственно с этой стороны делаем все то же самое. Если лишнего отрезали, вот у меня проволочки мало, я просто уберу лишнее. Так, размещаем как вам нужно и подклеиваем. Все абсолютно так же. Здесь никакой хитрости нет, просто нужно быть аккуратным. Вот видите, проволока у меня по желобку идет. Так, далее под углом прорезаем и с этой стороны делаем то же самое, только чуть ниже. Пришло время создавать верхушки нашего цветочка. Это зеленые закрытые бутоны. Мы сделаем их нескольких видов, то есть одни будут пересекаться друг с другом такой елочкой или косичкой, и 2 штучки сделаем в свободном полете. Поехали. Примерно вот такие будем делать. Эти будут у нас свободные. Вот верхушечки. И вот эти мы будем перекрывать. То есть они будут расти один из другого. Ну, штучки 2-3 таких сделаем. И эти уже будут у нас большими. Вот таким образом. Давайте попробуем. Для этого нам понадобится фольга. Небольшой кусочек. Здесь делаем совсем маленькими, буквально по меньше сантиметра в ширину. Ну и в длину тоже около 1 сантиметра. Делаем вот такую капельку, да, здесь зажимаем и здесь. То есть вот такая штучка получается. Берем небольшой кусочек проволоки, как всегда, отрезаем и крепим. Это нужно нам просто для удобства в работе и дальнейшего крепления. Проделываем небольшую дырочку, отверстие, заливаем туда клей. Можно сделать петельку, но тут очень маленькое отверстие. И зажимаем, чтобы у нас заготовка держалась. Вот такие заготовочки вы делать уже умеете. Мы с вами научились. Берем просто молд и
отжимаем на молде. Сейчас попробуем снова, покажу. Закрепление материала все-таки покажу еще раз. Мы просто берем небольшой кусочек фоамирана иранского зеленого цвета, прикладываем на утюг на несколько секунд и отжимаем на молде. Таких заготовок нам понадобится очень много. Можете сделать 2-3 полосочки, потому что эти заготовки будут основой для сборки нашего цветочка. Вот такая красота получается. Я сейчас порежу примерно пополам. Здесь будете смотреть уже по ситуации. И вот такие небольшие тоже буду делать заготовки. Они все нам пригодятся разного размера. Поэтому ничего не выкидывайте. Мы все используем в работе. Далее сгибаем пополам, как мы уже это делали. Вырезаем под уголочек. Уходим на нет. И окрашиваем белой пастелью здесь по желобку и здесь по краю. Так, возьмем большую заготовку. По размерам молд у меня довольно-таки большой, а заготовки не очень большие, поэтому сейчас посмотрим, какие они у меня будут. Итак, я все равно сгибаю и подрезаю на уголок более острый угол. Поэтому не совсем как по молду вырезаю. Итак, вот наша заготовочка. Вот у меня первая заготовка. Я сделала все точно так же. Могу показать еще раз, чтобы было понятней. Точно так же вырезаю. Прохожусь пастелькой. И обволакиваю и полностью зажимаю, заклеиваю. Берем капельку клея, наносим аккуратно и зажимаем. Вот такая заготовочка на самый верх у меня получилась, такая горошинка. Здесь лишнее тоже можно будет сразу это отрезать, нам это не нужно, мы все это перекроем. Вот таким образом, все точно так же. Можно взять эту, она даже поменьше размером. Далее наша задача работать вот таким образом, то есть из одной горошинки как бы вырастает следующая горошинка. Вот это будет посимпатичней. Одна повыше, одна пониже. Сюда вставляем нашу первую заготовку, чтобы тоже добавить толщины. Сюда вставляем нашу готовую заготовочку и, соответственно, вот таким образом все проклеиваем. Это будет самая верхушка цветочка. Далее конструируем еще одну такую заготовочку. Уже можно сделать чуть-чуть побольше. Вот таким образом она будет размещаться. Уже немножко побольше. Точно так же берем проволоку. Небольшой буквально кусочек. И подклеиваем. Точно так же обволакиваем. Давайте побольше возьмем. Так. Прикладываем. То есть вот таким образом она будет расти.
Да, с этой стороны. Соответственно, обнимая уже другую часть нашего цветочка. Один из другого. Вот таким образом размещаются все наши заготовки. Соответственно, следующий мы крепим точно так же по елочке. Вот такая верхушечка у нас получилась. Все очень красиво. Давайте перейдем к изготовлению самого стебля. Этот цветочек у меня получился примерно в длину 50 сантиметров, поэтому я уже вырезала полосочку по всей длине фоамирана. По ширине взяла с запасом где-то 5-6 сантиметров, но это как бы не важно, просто сделаем небольшую полоску, чтобы она была с запасом, всегда отрезать успеем. У меня есть проволока, она не очень плотная, где-то около 7 миллиметров, 0,7, поэтому я взяла 2 и сложила еще раз пополам, то есть получилось у меня 4. Я их немного перекручу вот таким образом, чтобы уплотнить, чтобы наш стержень, наш стебель был довольно плотный, чтобы цветочки не нагибались, а стояли прямо. Далее то же самое делаю и со второй частью стебля. Все то же самое я свернула в 4. Сейчас я их между собой соединю. Это именно для жесткости каркаса. Вот теперь у меня получился довольно длинный стебель, но этого недостаточно. Он, во-первых, тоненький, во-вторых, проволока все равно немного сгибается. Я возьму фольгу для уплотнения и утолщения каркаса. Отрываем небольшие кусочки. Нам не нужно делать очень толстым, нам буквально нужно немного уплотнить. То есть хорошенько прокатываем, чтобы было плотно и жестко с помощью фольги. Вот примерно получается 6-7 миллиметров ширина. Все полностью, весь наш стебель прорабатываем таким образом. Старайтесь, чтобы он не был слишком плотный, потому что с фольгой можно всегда переборщить. Я перекручиваю весь стебель вот таким образом проволокой и фольгой. Прорабатываем, утолщаем. Поехали. Единственное, на последних 10 сантиметрах это будет уже ручка нашего цветочка, то есть то, за что мы будем держаться, то, за что крепить, ставить в вазу. Я сделаю немного потолще. Она уже будет отходить от основного стебля, то есть от цветов. Здесь мы просто делаем немножко поплотнее, чтобы было удобнее держать. Стебель стал уже намного прочнее. Далее прикладываем стебель к фоамирану. Наносим клей и тихонечко просто обматываем весь стебель. Я наношу клей по всей длине сразу. И начинаю по чуть-чуть, потихоньку прикладывать. Видите, у меня остался немного свободный край от клея, чтобы я смогла загнуть фоамиран. Здесь клей уже присоединится и хорошо будет крепиться к стеблю. Аккуратно подклеиваем. Старайтесь вести ровно фоамиран, чтобы он не сгибался, чтобы стебель был наиболее ровненьким. Там, где нужно, добавляем немного клея, если это необходимо для более плотного соединения. Далее загибаем еще, полностью делаем круг, чтобы весь стебель наш перекрыт был фоамираном, и наносим клей теперь уже сюда на край, аккуратно заворачиваем и прижимаем.
так, чтобы нигде не было видно клея. Можете провернуть еще чуть-чуть, главное, чтобы не было видно клея. Точно так же проходимся по всей длине стебля. Наносим клей. Так. Аккуратно. И проворачиваем. Смотрите, чтобы полностью стебель был ровным. Он очень длинный, все моменты старайтесь учитывать, чтобы он был ровненький, красивый и аккуратный. Вот такой стебель у меня получился. Там, где есть место, нужно добавить клея, просто проклеить тихонечко. Очень аккуратно, потому что клей может выплыть, и здесь будут пятна. Аккуратно. Все, эту часть нижнюю я просто склеила внизу, а верхнюю часть оставила свободной, потому что сюда будем крепить уже вот эту заготовку нашу. Вот таким образом. Наносим клей во внутреннюю часть, довольно много. Здесь мы еще закрепим, поэтому особо можно не стараться, но тем не менее надо хорошо вклеить. Так, здесь мы будем закреплять еще вот такими лепесточками нашими. Пока заклеим. Ну и переходим к сборке всего цветочка. Поехали. Перед тем, как перейти к сборке цветка, я наготовила вот такие заготовки. Это все то же самое, что мы уже делали. Наши уголочки с проработанной пастелью белым цветом. Итак, здесь мы уже приклеили, но остается очень некрасиво, поэтому мы должны перекрывать все наши заготовки. Все, что мы делаем, вот таким образом мы перекрываем другими зелеными заготовками. И теперь мы будем все, что делаем, перекрывать этими зелеными заготовками. Поехали. Подклеиваем здесь. Сборка цветка уже началась. Прелесть этого способа в том, что всегда можно перекрыть то, что было выше. Всегда можно все закрыть аккуратно. Там, где остается лишнее, мы отрезаем. И дальше уже будем крепить следующий цветочек. Итак, переходим к креплению цветов. Главное определиться, где у вас будет тыльная сторона, где будет наружная. У меня здесь будет, получается, лицевая, здесь будет тыльная сторона. Цветы мы крепим как? Ну, то есть это сюда, 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 сюда. Соответственно, по логике этот цветочек будет располагаться здесь. Размещаем мы его с внутренней стороны. Делаем, ну, то есть прикладываем, да, как оно должно быть у вас по размеру. Делаем небольшое отверстие. Намечаем, делаем отверстие и прикладываем. То есть, ну, у нас есть проволока, соответственно, вы отрезаете столько, сколько нужно. Наносите клей, сразу буду делать, показывать. Вкладываем сюда, но цветочек у нас должен быть с этой стороны, поэтому мы его делаем как бы сюда, то есть перекрывая и стебель, соответственно, да, и цветочек у нас здесь его начало, и здесь он продолжается. Поэтому приклеиваем также цветочек и здесь, и немножечко по стенке. Вот так. Хорошо крепим. И сразу размещаем так, как он будет выглядеть у нас в готовом варианте. То есть вот таким образом. Здесь приклеиваем, не волнуйтесь, мы сейчас все перекроем. Здесь уже ничего видно не будет. Так. Вот таким образом. Здесь у нас уже все будет закрыто. Далее. Для чего же я как раз таки нарезала наши заготовки? Вот эти. Они будут сейчас нашими спасителями. Наша задача перекрывать полностью все, что мы делаем. Вот так я сейчас перекрою. И здесь уже видно не будет ни самого стебля, да, ни способа крепления к стеблю. Вот таким образом просто обнимаем и приклеиваем. Соответственно, следующим цветком мы перекроем дальше. Все аккуратно, красиво и по-настоящему. Прикладываем и приклеиваем. Сейчас наношу клей аккуратно.
Смотрите, чтобы клей нигде не вылазил, потому что, ну, все перекрыть невозможно, конечно. Должно быть всегда аккуратно. Всегда можно поправить, но лучше не косячить изначально. Вот такая красота. То есть мы перекрываем и стебель, потому что у нас цветы растут вот так вот колосочком как бы. Стебля как такового у гладиолуса не видно. Так, второй цветочек, соответственно, размещаем чуть ниже, да, ну, точно так же, вот видите, он у меня уже сам колосочком ложится с этой стороны. Я проделываю отверстие, ой, сильно сделала, проделываю отверстие здесь, далее отрезаю, оставляю место только для крепления, наношу клей, таким образом, вкладываю сюда. Аккуратно. Ну и, соответственно, вывожу цветочек на внешнюю часть цветка сюда. И он у меня здесь и будет располагаться. То есть я еще наношу клей, соответственно, вот сюда, на стеночку и на низ. То же самое, что мы делали с предыдущим цветочком. Вот так. Угу. Аккуратно. Теперь берем удобный для нас листочек, чтобы у нас все перекрылось. И, соответственно, перекрывая все, подклеиваем. Вот так. Вот такой легкий и удобный способ крепления цветочков. Удобный в плане того, что всегда можно перекрыть лишнее. Так. Наносим клей и все перекрываем. Лишнее тоже можно все отрезать. Так, уже очень красивый цветочек настоящий у нас получается. Далее берем цветы, которые у нас есть, и смотрим, какие более закрытые, да, чтобы они логично смотрелись на нашем стебле. Соответственно, делаем то же самое. Вот я этот приложу. Здесь, с этой стороны он у меня будет так размещаться. Намечаю отверстие точно так же. И размещаю цветок. Наношу клей. И так в шахматном порядке, низ вверх, мы размещаем наши цветочки. Здесь тоже выводим, конечно, на передний план. И смотрим, как нам нужно с клеем все это зафиксировать сюда. Размещайте так, как они уже будут смотреться у вас в готовом варианте. Все цветочки. Сюда наношу клей аккуратно и фиксирую цветочек так, как мне это уже будет нужно в готовом конечном варианте. Далее тут все также перекроем, ничего видно не будет, все будет очень красиво. Угу. Так. Я тут особо даже не стараюсь, потому что знаю, что весь клей я сейчас перекрою аккуратно. Так, берем подходящий листочек. Можно большой, можно маленький. Смотрите, как вам больше нравится. Можно с этой стороны. Можно, кстати, даже два. У меня бывало такое, что я перекрывала двумя лепестками. Ну, например, вот один будет маленький. Мне нужно вот здесь чуть-чуть подкорректировать ситуацию, да. Вот так. И здесь будет большой. Я им еще раз закрою. Все. Все здесь. Везде все будет красиво. Сейчас посмотрим, как удобнее, как лучше. Как сделать так, чтобы все полностью перекрылось. Подбираете, смотрите. Ну, вот я вот здесь перекрою сейчас еще. Все. Будет один из другого цветочка. Наносим клей и перекрываем. Там, где это необходимо. Берем следующий цветочек, да, соответственно, он будет располагаться уже с этой стороны.
получается. Ну, вот этот, я думаю, размещу с этой стороны теперь. Вот так, чуть ниже предыдущего. Ну, естественно, здесь размещаем его чуть-чуть пониже. Точно так же берем, проделываем отверстие. И в отверстие вставляем нашу заготовку сюда. Я наношу клей. Помните, как это делается, да? И вставляю наш цветочек. Так. Выводим сам цветок вперед. Наносим клей на стебель сбоку. Таким образом, чтобы цветочек зафиксировался на тыльной стороне. Чтобы он красиво разместился. Так. Здесь, соответственно, все перекрываем. Все идет косичкой, помните, да? Один здесь, один здесь, один здесь, один здесь. Если мы делали цветочек с этой стороны, перекрывать можно уже с этой, значит. Ну, тут уже смотрите по ситуации, чтобы у вас косичка нигде не сдвинулась. Чтобы все было ровненько. Так, аккуратно. И перекрываем все неровности. Закрываем. И спереди и сзади у нас идеальная картинка за счет вот такого простого размещения цветочков. Причем получается очень реалистично. Переходим дальше. Так, вот этот цветочек у нас на очереди. Размещаем его сюда, соответственно, чуть ниже предыдущего. Смотрите, здесь уже цветы должны быть практически на стебле, то есть уже не сбоку, а прямо посерединке. Поэтому размещать тоже нужно будет соответствующим образом. Убираю лишнее, отрезаю лишнюю проволоку, намечаю отверстие, аккуратно наношу клей на цветочек, вставляю в отверстие и, соответственно, вывожу цветочек так, как он будет выглядеть. Обратите внимание, здесь уже не вот так, да, а вот так. Соответственно, клей наношу опять на стебель и на цветочек, выводя его в нужном мне направлении. Вот он уже становится очень пушистым. Так, аккуратно, красиво. Придерживаем, пока клей не схватится, чтобы ничего нигде не торчало, все было закрыто. И здесь, соответственно, дальше перекрываем снова нашим зеленым помощником. Так, я думаю, эта задача не очень сложная. И сборочка здесь довольно-таки простая. Где необходимо, добавляем клей для полной спайки. Лишнее отрезаем. Все, обратите внимание, здесь и здесь все очень аккуратно. Следующий цветочек добавляем. Тоже смотрите по тому, как он у вас раскрывается, по степени раскрытия. Какой цветочек за кем будет идти. Я думаю, что у меня вот этот уже сюда подходит очень хорошо. Ну и, соответственно, размещаю его точно так же. Так, аккуратно, спокойно. Смотрите, как вам больше нравится. И цветочки, лепесточки все тоже размещайте изначально так, как будет выглядеть уже в конце при готовой сборке.
Итак, я приклеила последний цветочек. Вот. Здесь я, конечно, тоже немножечко перекрою, соответственно, вот таким образом. Все. И далее буду делать 2 больших листочка. Итак, по сборочке цветочка давайте пройдемся. У нас сверху, вот так, и до низу. Сейчас мы сделаем 2 больших листа у основания. И с обратной стороны, обратите внимание, все очень четко, красиво и аккуратно. Для того, чтобы наш большой длинный лист, примерно 20 сантиметров в длину, не заваливался и не падал, вот таким образом, нам нужно уплотнить фоамиран. Для этого что мы делаем? Мы прикладываем фоамиран на утюг в течение нескольких секунд. Он уменьшается в размерах. Видите, стал меньше. Главное его зафиксировать теперь немного, но он становится плотнее. Я вот так чуть-чуть проглаживаю. Обратите внимание, он становится намного плотнее и меньше в размере. Попробуем еще раз. Прикладываю, губкой разглаживаю. Он уже начал уменьшаться в размерах. Так. Можно сделать еще чуть-чуть поуже даже. Не вытягиваем, внимание, просто аккуратно раскладываем и разглаживаем, чтобы он не был волнистый. Вот, видите, насколько меньше он стал в размере. То есть был такой по ширине, да, стал такой. Вот, ну и он стал намного плотнее. Здесь, не знаю, видно или нет, но он по ощущениям теперь уже не такой тянучий, как этот, да, и намного плотнее. Будет держать форму лучше. Дойдем до конца. У меня, кстати, полосочка шириной 6 сантиметров и длиной 35 сантиметров. Планирую уменьшить до примерно 20 сантиметров, плюс-минус. Так, кладу, чуть-чуть разглаживаю, чтобы он был вот такой плотненький и не заваливался. Здесь делаем то же самое с последним кусочком. Хорошо разглаживаю, жду, пока он уменьшится в размере. Фоамиранчик. Так, уменьшился. Теперь разглаживаю аккуратно. Все, но он стал точно намного плотнее уже, намного лучше. И при склеивании будет лучше держать форму, не будет заваливаться. Попробуем придать прожилки нашему листочку. Берем этот же фоамиран, нагреваем его не очень долго, иначе он еще меньше станет и будет не таким упругим. И на молде отжимаем, так же, как мы делаем это всегда. Хорошенько, потому что он очень плотный сейчас, да, после нашей первой обработки. Сейчас он стал еще плотнее, что очень сильно меня радует. И далее просто переворачиваем молд и прожилки продолжаем дальше. Так, точно так же прикладываю на утюг в течение нескольких секунд. Стараюсь сильнее отжать на молде, потому что у нас, соответственно, он стал намного плотнее. Чуть-чуть промазала. Давайте доделаем до конца. Да, здесь такой момент стыка, надо прям еще раз пройти. Так, я сейчас оторву. Здесь, видите, у нас получился момент стыка. Прикладываю на утюг и отжимаю где-то в середине молда, чтобы у нас был переход и было видно, что это все-таки один и тот же листочек, а не несколько разных. Вот таким образом. В целом этого как бы особо видно не будет. У нас видны прожилки. Лист становится более реалистичным. Вырезаем и будем еще немного его обрабатывать. Поехали.
Далее берем снова утюжок, складываем пополам и проходимся по центровой прожилке. Она должна быть четко видна. Поэтому аккуратно за уголок утюжка горяченький проходимся и оставляем центровую прожилку вот таким образом. Все, обратите внимание, он уже так не заваливается, как первый раз, да, теперь уже листик стоит довольно ровно. Точно так же белой пастелькой проходимся по центровой прожилке. Аккуратно. Смотрите, чтобы она не размазывалась, просто шла ровно. Это обязательно. Так, и, конечно, точно так же проходимся здесь по краю белой пастелькой. До конца. Когда мы оттеняем немножко белым, цвет приобретает более насыщенный свой оттенок. Угу. Вот такая красота. Берем наш цветочек, прикладываем и приклеиваем, соответственно. Основная задача здесь перекрыть, конечно, да, нужно. И полностью закрыть основание стебля. Аккуратно, красиво. Все, и здесь есть у нас зелень, и перекрыто. Точно так же создаем второй листочек и перекрываем с этой стороны.